248. Attention, passé composé, avoir plus être. Темой нашего сегодняшнего урока будет очень интересная тема, которая вызывает много трудностей у изучающих французский язык, когда для образования времени passé composé мы используем либо глагол avoir, либо глагол être для одного и того же глагола. Обращаю ваше внимание. Итак, время passé composé. Все мы с вами знаем, что для образования времени passé composé нам необходимо использовать вспомогательный глагол. Либо это будет глагол avoir, либо это будет глагол être. Есть перечень глаголов, которые используют глагол être для образования времени passé composé. К этим глаголам у нас относятся, давайте повторим, naître – рождаться, aller – идти, monter – подниматься, arriver – приходить, приезжать, venir – возвращаться, entrer – входить, passer – проходить, rester – оставаться, partir – уходить, уезжать, sortir – выходить, descendre – спускаться, tomber – падать, mourir – умирать. Это глаголы движения, которые в passé composé будут спрягаться с глаголом être. К этому списку мы добавляем также все возвратные глаголы, которые в passé composé спрягаются с глаголом être. Эти глаголы легко запомнить. Все остальные глаголы у нас спрягаются с глаголом avoir. Но есть отдельные глаголы, которые для образования времени в passé composé будут использовать либо глагол avoir, либо глагол être. И сегодня мы с вами рассмотрим такие случаи и все эти глаголы. Итак, глагол sortir. У нас с вами два предложения. Мы видим, что в первом случае мы употребляем глагол être в качестве вспомогательного глагола для образования времени passé composé. А во втором случае мы почему-то берем глагол avoir. Давайте разбираться. Глагол sortir у нас входит в перечень глаголов, которые спрягаются с глаголом être в passé composé. Elle est sortie. Она вышла. Партицип passé глагола sortir мы согласуем в женском роде с подлежащим elle местоимение женского рода, поэтому на конце у participe passé мы добавляем e. Нужно запомнить, что когда мы спрягаем в passé composé и вспомогательным глаголом у нас будет être, у нас всегда будет идти согласование в роде и числе подлежащем. Elle a sorti la voiture du garage. В данном случае мы уже берем глагол avoir. Она взяла машину из гаража. После глагола sortir у нас идет прямое дополнение. La voiture du garage. Она взяла машину из гаража. Вот именно в этом случае, когда после глагола у нас будет идти прямое дополнение, мы и будем использовать глагол avoir. И в данном случае уже у нас никакого согласования в роде и числе не будет. Следующий глагол descendre. Рассмотрим также два примера. Глагол descendre у нас входит в список глаголов, которые для образования passé composé используют глагол être. Но в наших примерах мы видим, что в первом случае мы берем глагол avoir для образования passé composé, во втором случае глагол être. Итак, il a descendu l'escalier. Il a descendu l'escalier. Он спустил лестницу. В качестве вспомогательного глагола у нас глагол avoir.
Потому что после глагола descendre у нас идет le complément d'objet direct, прямое дополнение. L'escalier – это прямое дополнение. Поэтому мы используем глагол avoir в качестве вспомогательного глагола для образования времени passé composé. Il a descendu l'escalier. Он спустил лестницу. Во втором примере elle est descendue des escaliers. Elle est descendue des escaliers. В этом примере мы уже используем глагол être в качестве вспомогательного глагола для образования времени passé composé. И мы делаем согласование participe passé в роде подлежащем. Elle – местоимение женского рода, поэтому на конце participe passé мы добавляем e. Elle est descendue des escaliers. После глагола descendre у нас нет прямого дополнения. Глагол descendre входит в список глаголов движения, которые спрягаются с глаголом être, и поэтому мы используем глагол être в качестве вспомогательного глагола для образования времени passé composé. Следующий глагол arrêter. Il a arrêté le moteur. Il a arrêté le moteur. Для образования времени passé composé мы используем вспомогательный глагол avoir, потому что после глагола arrêter у нас идет прямое дополнение. Он остановил двигатель. Следующий пример. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Он остановился. В этом примере мы используем вспомогательный глагол être. У нас основной глагол смысловой s'arrêter, останавливаться. Это возвратный глагол. А мы уже с вами напоминали сегодня, что возвратные глаголы у нас все спрягаются с глаголом être. Следующий глагол passé, проходить. Также используются два вспомогательных глагола. Либо глагол avoir, либо глагол être для образования времени passé composé. Первая фраза. Elle a passé l'examen. Elle a passé l'examen. Она сдала экзамен. В смысле, она прошла экзамен. Здесь мы берем глагол avoir, потому что после глагола passé у нас стоит прямое дополнение. L'examen. Elle a passé l'examen. Она сдала экзамен. Следующая фраза. Elle est passée devant le magasin. Elle est passée devant le magasin. Она прошла мимо магазина. В этом случае мы уже берем глагол être, вспомогательный для образования времени passé composé, и делаем согласование в роде. На конце participe passé мы добавляем e. Если же у нас будет во множественном числе подлежащее, например, elles sont passées devant le magasin, они прошли мимо магазина, тогда уже мы будем добавлять у participe passé не только e для обозначения женского рода, но мы будем добавлять и s, согласуя со множественным числом подлежащего. Elle. Здесь у нас нет прямого дополнения после глагола passé, поэтому мы используем глагол être. Следующий глагол monter. Точно так же мы можем использовать либо вспомогательный глагол être, либо глагол avoir. И на это нужно обращать внимание. Если у нас после глагола нет прямого дополнения, как в первом случае, elle est montée en eau, elle est montée en eau, она поднялась высоко, то мы используем глагол être. Во втором случае, il a monté la valise au deuxième étage. Il a monté la valise au deuxième étage.
Он поднял чемодан на 3-й этаж. После глагола monter у нас идет прямое дополнение la valise, поэтому в качестве вспомогательного глагола для образования времени passé composé мы берем глагол avoir. Il a monté la valise. Напоминаю, что во французском языке первый этаж у нас le rez-de-chaussée, поэтому deuxième étage мы переводим с вами как 3-й этаж. Le rez-de-chaussée, потом le premier étage, le deuxième étage и 2-й этаж у нас получается 3-й. Прошу вас обратить внимание на вышеперечисленные глаголы. Выбирать вспомогательный глагол для образования passé composé правильно. Стройте свои фразы грамотно. На этом наш урок закончен. До новых встреч!